Печь или камин? При всем обилии отопительных приборов ни один из них не обладает столь притягательной силой, как огонь. Что иметь в виду, выбирая очаг для дачи и загородного дома? Возьмем, к примеру, камин. Настоящий камин, безусловно, украсит любой загородный дом. Кроме того, он способен очень быстро нагреть помещение, но, как правило, ненадолго. Поэтому полноценное отопление он вам не заменит. Выбирая конкретную модель камина, прежде всего важно понять, какова основная цель его установки. Если вы хотите, чтобы он давал тепло, выбирайте камин с топкой закрытого типа, и лучше, если она предназначена для частого использования. Топки такого типа имеют самоочищающееся огнеупорное стекло и высокий КПД, что позволит экономно расходовать дрова. Назначение камина в основном декоративное. Такие камины еще называют интерьерными. Эффективнее, безусловно, у них смотрится традиционная открытая топка, то есть без стекла. Но имейте в виду, что открытый огонь требует постоянного присмотра. Экраны решетки, конечно, защищают от выстрелившего уголька или неумело подброшенной детской рукой полена, но полной гарантии дать невозможно. Есть и другие нюансы. Скорость горения дров в открытом камине практически не регулируется. Его нельзя настроить на медленное горение. Так что если вы настроены поддерживать бодрую игру языков пламени в течение всего вечера, необходимо будет запастись солидным количеством сухих дров. Камин-барбекюшница. Такие камины, как правило, открытые и чаще предназначены для установки вне помещения. Они называются уличными каминами-грилями. Если вы собираетесь готовить шашлыки в обычном камине, помните о предстоящей тщательной очистке полости топки и элементов облицовки от последствий вашей стрепни. И будьте уверены, если топка со стеклом, она тоже пострадает от брызг. Что также важно знать о каминах? Камин нельзя располагать на пути возможных сквозняков. Но в то же время ему необходим доступ кислорода для поддержания горения. Поэтому лучше, если комната с камином будет не менее 20 метров. Стена, у которой установлен камин, должна быть из пожаробезопасных материалов, и в ней не должны проходить коммуникации. Если стена внешняя, ее теплоизолируют с помощью базальтовой ваты, покрытой фольгой. Вес камина в сборе может быть очень велик, поэтому пол под ним должен иметь достаточную прочность с обязательной бетонной стяжкой. Если вы ставите камин в деревянном щитовом доме, где полы также из дерева, и он соприкасается со стеной, то нельзя делать под камин отдельный фундамент, поскольку при обособленных движениях фундаментов камина и дома смещение стены может вызвать разрушение самого камина. В этом случае деревянный пол укрепляют с помощью железного профиля. Рассмотрим теперь печь. Если другого отопления на даче у вас не предполагается, без печки не обойтись. Основное отличие ее от камина в том, что печка хоть и долго раскочегаривается, но и долго сохраняет тепло. Сложить настоящую каменную печь – дело сложное и ответственное. Надо еще найти хороших мастеров. Гораздо удобнее и проще приобрести ее младшую сестру – бытовую металлическую печь. Выбирая модель, учтите основные требования к печке. Первое – это КПД, не менее чем 75-85%. Это можно посмотреть в инструкции, иначе разоритесь на дровах. Второе – пожарная безопасность. Для этого должен быть соответствующий сертификат. Убедитесь также, что выбранную модель вы сумеете вписать в нужное помещение с учетом рекомендованных параметров дымохода и расстояния до стены. Что необходимо знать о печах? Пол под печью не должен рухнуть. Это значит, что надо подготовить фундамент или бетонное перекрытие достаточной прочности, а дымоход по правилам и в соответствии с требованием конкретной выбранной топки. Печь должна стоять в центре дома. В доме с верандой ее устанавливают так, чтобы лицом она выходила на веранду, а задние и боковые стенки располагались между внутренними перегородками. Теперь разберем, что такое печь-камин. Это, как и явствует из названия, нечто среднее между бытовой металлической печкой и камином с закрытой топкой. Такая конструкция позволяет совместить достоинство печки, это хорошо держать тепло, и камина, быстро нагревать помещение. А если подобрать соответствующую облицовку, она не будет уступать камину и по красоте. Но даже самый простенький каминчик или печечку в многоэтажке поставить вам вряд ли удастся. Хоть и разрешено ставить печи и камины на последнем этаже здания. Придется пройти множество бюрократических барьеров, чтобы получить таки это разрешение. Но есть выход – установить электрические печь или камин. Они экологичны, гигиеничны, безопасны, а их производительность легко регулируется.
с помощью встроенного или выносного пульта управления. Кроме того, их можно выключить в любую минуту. Интенсивность пламени установить по настроению, а степень обогрева по уровню комфорта. Правда, такие электропечи и камины имеют два существенных недостатка – большой расход электричества и низкий КПД.